Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Кому вы нравитесь и почему. Сегодня попытаемся узнать, кто эти люди, которым вы нравитесь. Может быть, один человек, может быть, группа лиц. Собственно, почему, чем вы нравитесь. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Если вдруг во время расклада, во время сигнификации пришло у вас понимание, точно похоже на вашу подругу Клаву или Свету, значит есть у вас шанс появился посоветовать это видео посмотреть вашей подруге. Может, оно будет ей очень полезно, интересно. В любом случае, спасибо огромное за то, что вы со мной. Начинаем. Смотрим, хотел сказать. Итак, какая вы? Так, эта карта очень часто выходит. Первая. Муза, яркая, вдохновляющая. Женщина, которая умеет производить впечатление, знает, как элементарно даже компоновать, если можно так сказать, элементы одежды, гардероба, как так себя преподнести, этот фокус внимания на себе удержать. Если знаете о своих сильных каких-то сторонах во внешности, да, то подчеркнете всегда. Но тут больше другое. Тут даже внешность внешностью, понятно, и райская птичка очень ярко. Но тут харизма, энергетика, наполненная очень женщина. Женщина талантливая, неординарная, нестандартная. На вас вышла еще карта звезда. Офигеть. Звезда, интеллект в первую очередь, таланты сюда же еще, девочки, по звезде. Человек, у которого есть своя миссия, предназначение. Он идет за этой мечтой, старается достигнуть ее. Поставленная цель. Вот тут, кстати, карта переход на новый уровень. Почему-то сейчас показано при наличии у вас явно тут какие-то у вас достоинства, да, таланты, способности тут, а ощущение того, что в полной мере вы не можете сейчас их то ли применить, эти свои, раскрыть эти таланты, эти навыки, способности, то ли вот как будто бы что-то, ну, не можете пока, какая-то у вас там мечта есть, вы не можете пока ее достигнуть. У кого-то карта депрессии, можете из-за этого расстраиваться. Из-за чего? Из-за того, что тот самый долгожданный переход на новый уровень, это может касаться вашей там реализации, да, ваши там у вас какие-то есть амбиции, может реализоваться у кого-то бизнес, у кого-то все-таки не просто какой-то там бизнес, ну, я не обесцениваю, упаси Господи, это не просто бизнес-проект, это может быть что-то такое вот, связанное с именно вашими какими-то способностями, с вашим умением, ну, опять-таки, у кого-то это умение налаживать здорово коммуникации, у кого-то это талант какой-то, хотелось бы вот это развить, тут у кого-то видение, может, в один момент пришло осознание, вот тут карта такая, что по карте звезда, и тут, как видите, молния в макушку ударила, как будто бы какая-то ситуация вас могла подтолкнуть к тому, что вы сами для себя осознали, что я не хочу жить какой-то жизнью там среднестатистической какой-то девушки, я не хочу прожить так жизнь, как мои там близкие, родные, может быть, знакомые. У них своя жизнь, у них свое видение вообще своей жизни. А у меня оно совершенно иное. Ну, какой-то тут инаковость какая-то идет. Вот такое у меня идет. Тут я не хочу сказать, что у вас корона на голове. Это не об этом. Это о том, что вы просто как будто бы хотите реализоваться. Реализовать то, что у вас заложено. И как будто бы пока вы особо этого не можете достичь. Вот карта депрессии у кого-то, правда, как человек расстраивается. Из-за того, что ну и там как будто бы форс-мажор какой-то, и тут вроде стараетесь, но что-то не получается. Вот эта карта, она читается так, вечная невеста. Это о том, что вы действительно прикладываете усилия. Может быть, вы
и стараетесь быть в нужное время, в нужном месте. Может быть, развиваете свои таланты. Но карта Вечная Невеста говорит о том, что женщина действительно всем хороша, но почему-то она пока не может получить желаемое. Она и прикладывает усилия, еще раз повторюсь. Но тут, ну вот так вот, может быть, пока вам не дают это высшие силы. И между строк говорят, не нужно по этому поводу расстраиваться. Может быть, еще не пришло то самое время. Может, если сейчас вы получите вот этот переход на какой-то уровень, который вас приблизит максимально к реализации вашей мечты, там, цели, может быть, вы это быстро обесцените, да? Не знаю почему. Почему-то не дают это вам. Ну, элементарно мне в голову пришел пример, там, да, вы хотите... Вот не знаю, девочки, допустим, у кого-то мечта поехать там недвижимость приобрести. Мне что-то, мне тут какая-то экзотическая страна. Вот вам хотелось бы там на побережье какого-то моря, океана жить и какую-то недвижимость приобрести. Почему-то мне показано, вам этого не дают. Может быть, пока не время. Может быть, если сейчас вы это заполучите, может быть, там опять какое-то будет такое стечение обстоятельств, вам там или не понравится, или какое-то окружение, в принципе, да, может быть, там люди какие-то, вот вы не сможете туда влиться, там, как это сказать, но ваше будут окружение, ваши там какие-то ближайшие там соседи, друзья там новые. Может быть, пока вы еще не совсем к этому готовы. Но тут больше даже не это. С недвижимостью что-то неудачное привела пример. Тут, скорее всего, какая-то реализация. Допустим, вы придумали там книгу написать какую-то. И стараетесь. Что, может, издателям высылаете там. И как будто бы вот, ну, вроде бы все же иду к поставленной цели. А вот тут не идет, не дается вам, то ли эту книгу назад вам возвращают с какими-то поправками, то ли в принципе, вот, ну, может быть, не время. Если вы сейчас, может, получится вам издать эту книгу, это будет маленький тираж. Вы как будто бы, ну, там галочку поставите, это какое-то там свое эго, да, расчешете, погладите. И все. А в принципе, говорят, что, может быть, если вы через время там доработаете, выпустите эту книгу, это правда, эта книга станет, ну, бестселлером, не бестселлером, но, по крайней мере, намного больше будет заинтересованности у людей. Может быть, поможет она большему количеству людей, может быть, интересно будет. Или как-то вот в нужное время, в нужном месте она как-то выстрелит. В общем, я к чему веду? Чтобы вы не расстраивались. Ну, от мечты не отказывались от своей. Так, сейчас о чем вот это еще? Ой, сейчас, девочки. Так, не могу понять, о чем это вот. Ключик. Вот знаете еще о чем говорят? Вот по звезде я все-таки, ну, вас, понятно, я считала красивая, привлекательная, у кого-то еще тут типаж кинозвезды, да, можно такое сказать, ну, может, похоже на какую-то кинозвезду, но больше таланта и интеллекта в первую очередь. Но вообще мне говорят, что вас еще как будто бы вы должны как дозреть для того, чтобы сложилось все у вас там, как вы хотите, как вы мечтаете. Где-то вот говорят, что должны еще мудрости как набраться по карте сова, где-то житейской даже какой-то хитрости. Я не знаю, почему-то мне так показана карта ключ. Где-то вы должны, может быть, даже это, ну, к самой себе, разбитое сердце. Может быть, разобраться в себе, карта ключик. Если у кого-то там какой-то болезненный опыт уже был, карта разбитое сердце в паутине, как будто вы где-то запутались, то опять-таки не зря вам этот, говорят, опыт был дан. А может быть, для того, чтобы вы для себя осознали, карта якорь, стабильность. Тут можно долго развивать эту тему. Кому-то, если это с мужчиной было связано, да, то, может быть, вас учат, что нельзя какой-то типаж мужчин выбирать, типа какой-то герой-любовник, такой яркий, харизматичный, и надеяться, что этот мужчина будет дома сидеть с вами
и будет такой, как это, моногамный, да, будет только на вас смотреть, и как будто бы вообще и на других женщин он не взглянет, и в социум он не выходит. Вот тут такое, как будто бы в ценность, как будто бы вам хотят донести, показать, что вы должны осознать даже для себя собственную ценность, должны осознать запрос, каких мужчин вам нужно, допустим, выбирать для счастливой жизни, для того, чтобы были закрыты ваши потребности. Опять-таки, чего истинно вы хотите. Так, у кого-то это, если не с мужчиной связано, то разбитое сердце, паутина, якорь. Опять-таки, это как опора на саму себя. Если это с подругами, разбитое сердце, какие-то надежды, может, близкие, родные, где-то разочаровали, вы как в паутине запутались, то тоже вам говорят, где-то нужно обращаться к самой себе. Опять эти рамочки, границы выстраивать. И это все идет об опоре на саму себя. Где-то приложить усилия, заняться карьерой, реализацией, а потом уже как будто бы вы поменяетесь, вы совершенно по-другому будете сами себя воспринимать, соответственно, и люди вас будут по-другому воспринимать. Но где-то вот как будто бы где-то отстраненно нужно посмотреть на эту ситуацию с этим разбитым сердцем, с паутиной, с этой вот тут как-то будто бы, может быть, не говорю, что вы сами себя жалеете, но как будто бы действительно как дистанцироваться от этого всего и сделать больше усилий для того, чтобы ваша стабильность была какая-то, вы устойчивая были. Прям мне карты кричат, не нужно обращать внимание на эти болезненные уроки. Это было, это прошло, все. Сейчас подумай о себе, позаботься о себе. Тут как-то так вот. Так, давайте дальше. Кому вы нравитесь, почему? Мне почему-то хочется прям раскрывать карты, ну, не складывать, да, их закрытые. Так, кому вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Угу. Кому вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Сейчас. Тут, девочки, мне показано, вы нравитесь, вы очень нравитесь женщинам. Женщина, может быть, коллектив какой-то даже. Тут и покровительство Луны, тут женщины. Знаете, кому вы нравитесь? Сейчас я скажу. Женщины, которые, находясь в коллективе, при этом недостаточно сильны, чтобы в открытую противостоять, может быть, знаете, законам социума, где-то требованиям, где-то каким-то, ну, знаете, как стандарты какие-то в каждой, может быть, там, в организации какой-то есть. Есть стандарты, если можно так сказать, поведения, может быть, в каких-то коллективах женских, на работе. Вот где-то они этому противостоят, но при этом они не настолько сильны, чтобы в открытую как-то выступать. Карта одиночка. Где-то они чувствуют себя, эти женщины, что они где-то сами по себе одиночка. Но им проще, конечно, где-то промолчать, вот, находясь в этом социуме, ну, для того, чтобы, ну, не выходить в открытую, вы поняли, оппозиция, какое-то выяснение отношений, они не готовы. Опять-таки, эти женщины, которые пострадали, опять-таки, от где-то этого осуждения социума, может быть, от... Тут больше как женский коллектив мне показано. Может быть, женщины эти в свое время были жертвами, попадали периодически, как будто бы какая-то травля была. Может, даже не в этой там организации, не на этом месте работы, а в принципе они с этим сталкивались. Они знают, что это такое, когда там против тебя объединяется группа этих женщин, там кости тебе моют, там рассказывают против какие-то гадости. Вот тут это все женщины это проходили эти.
И они уже научены болезненным опытом, они как будто бы настороже уже смотрят, этот кинжальчик такой держат, как будто бы анализируют всю ситуацию, пытаются все это считывать. Знаете, это такие, кому вы нравитесь? Вы нравитесь женщинам, которые, находясь в коллективе, имеют уже опыт, тут разбитое сердце, где-то они опыт предательств, опыт тут такое как будто бы ощущение, как будто бы женщины эти понимают, что лучше я буду вместе с коллективом, даже если они совсем всегда совсем согласны, да, чем я буду в открытую противостоять. Вот тут как-то так. Так, ну почему-то мне сегодня так идет. Вот я спрашиваю, они могут в открытую противостоять коллективу, да? Потому что есть же такие, которые будут выяснять отношения, доказывать. Нет, тупик, скорее нет. Так. Ну тут исключительно какая-то женская идет история. Мне сейчас показывают так. Почему разбитое сердце? У многих разбитое сердце, потому что сталкивались с предательством, обесцениванием любви со стороны мужчины. То есть где-то женщины уже с этим болезненным багажом, с опытом разуверились где-то в любви. Это только мужчин касается. Спрашиваю, это только мужчин касается, это разбитые мечты, иллюзии, ожидания. А знаете, тут еще какие-то женщины, может быть, на вас они, вот вы им нравитесь, и отчасти я сейчас посмотрю почему, но я уже тут догадываюсь, потому что им кажется, что вы, в отличие от них, умеете как-то где-то свою жизнь делать более наполненной, яркой. Может быть, знают, каким-то хобби у вас там есть, увлечены. Может быть, в принципе, видят вас женщина, которая какая-то более яркая, более реализованная. А они считают, ну, по их вот сигнификации, если можно так сказать, я могу сказать, скука, карта как в темнице сидят. То есть они где-то не решаются даже выйти, если это какие-то абьюзивные отношения. Не обязательно даже в семье с мужчиной. В принципе, говорю, токсичные. На работе, может быть, какой-то коллектив. Это даже, может, не сколько рабочие. Ну, рабочие очень подходят, но у кого-то это, если это там вы общались, может быть, вместе обучались с кем-то там в институте, уже не знаю, где там еще в школе даже, может быть, то как будто бы вот такой вот, мне идет типаж, женщины могут бояться даже особо мечтать. Но где-то на вас смотрят, и они где-то восхищены вами. Может быть, тем, что у вас там одним вы занимаетесь, вторым чем-то. Может быть, вы там знакомитесь с кем-то. Не обязательно с мужчинами, в принципе, как будто яркой жизни. Как будто бы вы даже этот страх, превозмогая, вы идете во что-то новое. Будто вас это интересует. А у них вот карта скука, карта темница, по карте башни, они боятся даже это разрушить. Они боятся даже вот это какой-то их мирок, который их не устраивает. Их взаимоотношения, может быть, не обязательно с мужчиной, еще с кем-то там, с родными, близкими, даже с подругами какими-то, в общем, с коллегами. Он их не устраивает, они чувствуют себя, ну, как в темнице можно со связанными руками себя чувствовать. И тоскливо, и скучно, и мир какой-то черно-белый, все, что там остается, это наблюдать, может быть, за вами. Но сами они боятся в своей жизни каких-то изменений. Почему? Потому что боятся эту зону комфорта, даже какую-то мнимую, нерадостную, ну, какую-то вот выйти из этой зоны комфорта. Ой, что-то мне так идет. Вот такие вот женщины. Вот. Вы нравитесь этим женщинам. Мне кажется, они считают вас женщиной, которая, ну, с интеллектом у вас все в порядке, да, такая женщина, которая, ну, понимает то, что происходит вокруг нее.
опять-таки, почему-то им кажется, что вы в полной мере можете противостоять. Карта змея — это искушения какие-то, это где-то подлость, предательство, вот как будто бы вы даете четко сразу отпор. Тут по поводу ваших моральных качеств идет сразу, подсвечивают девочки. Карта письмо. Будто мне так идет, как будто бы для них уже много раз было подтверждение вашей какой-то позиции, то есть какие-то ваши морально-нравственные какие-то установочки, ваши какие-то убеждения. То есть где-то они четко понимают, что вы на страже своих этих установок, убеждений, вы это защищаете. То есть где-то вы не пойдете на сделку с совестью. Вот тут такое идет сразу мне. Так, давайте еще посмотрим, чем вы нравитесь, да? Ну, тут ясно, что женщинам вы нравитесь. Знаете, мне такой идет, как будто бы вы для них где-то авторитет, где-то они хотели бы быть на вас похожи, они где-то с вас берут этот пример. Может быть, у них вот как будто в их жизни много какой-то неопределенности, может быть, страхов. При этом они себя чувствуют очень одиноко, очень одинокими, где-то преданными, где-то как будто бы их обесценили их любовь. Опять-таки, вот какое-то такое, вот какое-то ощущение такое. Но они на вас смотрят и где-то восхищаются, и где-то, может быть, даже они рады за вас, за то, что у вас там успехи в чем-то. Вот тут как-то так, вы им нравитесь. Может, они видят в вас женщину, которая по их меркам там более какая-то смелая, более решительная, более где-то даже, может быть, бесшабашная. Женщина, которая может, в отличие от них, там совершать какие-то поступки или как-то себя вести. Ну, нестандартно, мне так показано. Ой, так, давайте посмотрим, чем, собственно, вы нравитесь. Чем, собственно, вы нравитесь. Прежде чем расклад продолжу, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал, и поставьте лайк, не стесняйтесь. Спасибо, для меня это очень-очень важно. Спасибо вам. Итак, чем, собственно, вы нравитесь, да? Ух ты, ё-моё! Такое сочетание, смотрите, девочки, дьявол, дальше идет покровительство высших сил и мораль. А знаете, как это можно прочесть? Это можно прочесть, в вас они такую энергию считывают. Энергия, которая, если бы в негативное русло, то могла, правда, и разрушать тут. Вас могут видеть соблазнительной, привлекательной, яркой, сексуальной. Женщина, которая, вот, они на вас смотрят и думают, если бы она захотела, она могла бы там, ну, знаете, очень многое вытворить такое. Там, если какой-то мужчина, то могли бы как-то так проявиться, вплоть до того, что совратить, хотела сказать, соблазнить, увлечь, заинтересовать. По дьяволу это же не обязательно прям негатив, это можно считать, это энергия, которая, если там направлена в творчество, да, то вы опять-таки они вас считывают, что действительно в ней столько силы, огня, могли и можете, наверное, достигнуть чего-то, каких-то, там, если опять-таки каким-то творчеством заниматься, вот какое-то это у вас раскрытие этого потенциала, то тоже они восхищены, тоже они на вас смотрят, где-то открыв рот. Но тут другой еще подтекст. Они говорят, в сочетании вот этих карт, говорят, что нравится им то, что, обладая вот таким потенциалом, тут вот эта яркость какая-то ваша, энергетика сумасшедшая, вы это все обращаете во благо, потому что вот эта карта, это говорит о том, что человек идет покровительство высших сил, человек идет с добром, заботливый, нежный, внимательный, для вас прекрасно, вы понимаете о том, что нужно эту энергию как-то экологично проявлять, себя в мир нести, не разрушать там себя, близких людей, а наоборот созидать. Может быть, даже они прекрасно понимают, что у кого-то, кстати, из вас был уже какой-то болезненный опыт, где вы могли в свое время,
ну, как мы все, в чем-то накосячить, да, но сейчас они вас воспринимают. Женщина, которая не будет использовать какие-то свои потенциальные возможности, способности для достижения собственных каких-то целей. То есть по головам вы не пойдете, боль постараетесь не причинять людям. И тут карта мораль. Опять-таки, они понимают и не восхищены тем, что у вас есть четкое видение того, что за все в жизни приходится платить. Тут даже ваше желание где-то нести это добро, даже если у вас очень много искушений каких-то, да, то, скорее всего, вы прекрасно осознаете, что если я сейчас поддамся на искушение, то потом мне в первую очередь от этого будет плохо. Тут как-то так вот какая-то такая оценка у вас, но не видят вас такой женщиной мудрой, осознанной, доброй очень, при этом такая какая-то проработанная уже женщина, которая четко понимает, да, вот это мои такие вот у меня убеждения, и я не собираюсь ни под кого подстраиваться, я не собираюсь ни в ком растворяться, я не хочу быть удобной, я хочу, чтобы и мне было комфортно, но и окружающим тоже было хорошо. Вот как-то так. Так. Чем вы им нравитесь? Так, на прямых. Чем вы им нравитесь? Чем вы им нравитесь? Чем вы им нравитесь? Нравитесь, сразу скажу, тем, что они вас считывают человеком, который тоже сталкивался в жизни с предательством, и со стороны мужчин у вас опыт был предательства со стороны мужчин, я в том плане, что болезненный какой-то опыт в любовной сфере. Может быть, даже кто-то из вас там знаком, ну, скажем так, может, краями прошли, да, но где-то тут любовный треугольник, какие-то, может быть, у мужчины две женщины, опять-таки страсти какие-то в вашей жизни, это все могло присутствовать, это все могло быть. То есть вы не будете морали читать, при том, что тут карта мораль вышла, при том, что вы не будете жестокими, но, если можно сказать, в анамнезе, в прошлом у вас были какие-то события, были какие-то моменты, когда вы могли быть то ли по одну сторону баррикады, как жена, то ли по другую сторону, даже как любовница. Специально, не специально, вовлечены, не вовлечены. Ну, то есть вы прекрасно понимаете, что нельзя никого осуждать, потому что ты не знаешь, завтра или послезавтра с какой стороны баррикад ты будешь. Тут история о том, что по пятерке воды, опять-таки, вы прекрасно тут понимаете, что такое эмоциональные качели. Вы прекрасно отдаете себе отчет, что там иногда накрывают эмоции, чувства, и тогда ты не в полной мере можешь владеть собой. Но при всем при этом, вот эти какие-то уже у вас есть установочки. Такая уверенность в том, что, ну, лучше, конечно, в эти треугольники какие-то не вступать, не вовлекаться. Опять-таки, они, эти девочки, женщины, они говорят о том, что вы всегда найдете даже в какой-то ситуации печальной, грустной, найдете в себе силы поддержать, может подсказать, направить людей, ну их в данном случае. Карта радость, письмо. То есть, может быть, даже ситуация какая-то кажется тупиковой, но чему радоваться? Да, вы все равно найдете повод, где-то подчеркнете, там, вот это для тебя опыт, благодаря этому ты узнала то и то и то, и теперь ты можешь в полной мере там заниматься тем и тем, и раскрыть себя, свой потенциал. А до этого ты этого не смогла бы в так полной мере сделать. Да, тут как-то так вот они видят вас, может быть, где-то очень хорошего психолога, человек, который искренне сам научился вот трансформировать где-то свою судьбу, вот так даже менять, где-то видение, это вот тут у вас какое-то мышление такое, вот, как будто бы,
ну, где-то, может, философский, да, даже такой подход. Ну, вообще позитивный человек. Вот вас видят таким позитивным человеком, который за любой какой-то, я же говорю, туманной, непонятной, сложной ситуации. Ну, даже если выход вы прямо не видите, то вы, по крайней мере, поддержите человека и дадите ему ощущение того, что это не тупик, это не конец света. Ну и они рассчитывают, опять-таки, женщина, которая прошла вот какие-то, я же говорю, может быть, тяжелые отношения, где были предательства, где какие-то измены, где, может, вы как вот, как это говорят, в омут с головой могли нырять, вот в какие-то страсти. Вот. Вас видят чувственной натурой, страстной, не холодной, отстраненной, не такой надменной, которая, я же говорю, в морали будет читать. Нет. Тут как будто бы все уже прочувствовано вами, прожито, и вы вообще не ловите кайф от того, что там вы в чем-то умнее, мудрее. Нет, вам просто искренне хотелось бы помочь людям. И люди это считывают. В данном случае это женщины это считывают. И вообще вас видят женщина, которая умеет где-то балансировать, находится, вот, умеет находить вот эту правильную дорожку, эту тропинку, как-то вот идти где-то по ниточке, по тоненькой этой веревочке, и ни вправо, ни влево, ни в пропасть в эту не падаете. Может быть, даже как-то умеете за собой вести людей, этих женщин, которые там из тяжелых ситуаций выходят. Тут такой у вас, конечно, потенциал, вы прям как какой-то этот лекарь душ, я бы сказала. Так, давайте еще я вытащу. Так, еще парочку этих. Чем вы нравитесь женщинам? Чем вы нравитесь? Ну, этим женщинам в данном случае. У кого-то даже примитивно может пройти так, да, что женщина в свое время могли у вас тут страсти кипеть, любовь любовная, но где-то вовремя, не то что там остановились, а где-то вовремя осознали, да, ценность семьи, ценность брака, может быть. Я не говорю, что вы там чем-то пожертвовали. Нет, это не сюда. Тут мне показано ребенок, медведь и влюбленная. Медведь — это мужчина, который вкладывается в отношения, который простраивает отношения, вкладывается временным ресурсом. Ну, тут материальный какой-то такой подтекст. Карта ребенок. Можно это прочесть так, что женщина, которая прекрасно знает цену любви, страстям, сексуальным каким-то переживаниям, но при этом четко как бы осознаете ценность семьи, семейного очага, стабильным отношениям, где, вы знаете, не там, где мужчина приехал раз в неделю, да, красиво как-то там проявился, показал себя с какой-то стороны, удовлетворил потребности и умчался, да. Тут женщина мудрая уже, скажем так. Вы понимаете, что если отношения у вас длительные с вашим супругом, и он длительное время вкладывался в это, заботился о вас, о ребенке, то вы 100% по влюбленным. Ну, вот это все суммировав, сделаете правильный выбор. Давайте я так скажу, да. И где-то идет уважение у этих женщин за то, что вы делаете этот правильный выбор, за то, что вы их как будто бы этому даже учите на собственном опыте. У кого-то так идет. Опять-таки, у кого-то по карте ребенок вас видят человеком, который умеет радоваться жизни, как ребенок. Вот вся эта яркость жизни, как у нас там у 5-летних, у 6-летних, у вас она так и остается. Вы видите, опять эту траву такой же изумрудной, опять-таки же, радугу на небе. Вот этому всему вы радуетесь, солнечному свету, вот как будто, ну, опять это как позитивом этим заряжаете. Чем еще нравитесь? У кого-то прям, знаете, у женщин, вот прям я об этом подумала и вытащила монеты. Смотрите, у кого-то даже это, если пройдет так, ну, может, тем, что вы, им кажется, этим женщинам, что вы умеете где-то выбирать даже мужчин. Может быть, какие-то у вас были не очень там в прошлом отношения, там, похоже, что очень болезненные, но по вот этим картам, вот этим, им кажется, что в материальном плане вы правильно все сделали, у вас все хорошо.
Так, тупик. Шабаш. Чем нравитесь? Боже мой, что за карта? Чем вы нравитесь? А знаете, тут у кого-то они вас прям считывают такое. Вы не всегда, при том, что как ребенок вы искренне, да, тут 100% они понимают, что вы преследуете, ну, какие-то, правда, на стороне вы света, добра, все это понятно. Но тут многие как будто бы могут подозревать, что вы в свое время где-то могли сталкиваться, ну, в вашу сторону были, может быть, какие-то манипуляции, тут марионетка, может быть, влияние даже, знаете, как будто бы какой-то коллектив женский против вас мог ополчиться. У кого-то тут женщины против вас вообще могли какие-то хитросплетения плести, чуть ли не проклятия какие-то, за спиной крысы, крысы какие-то тут, там, ну, знаете, как будто бы им кажется, вот этим вот женщинам, которым вы нравитесь, чтобы вы в свое время выстояли, у вас такое было противостояние с какой-то, опять-таки, группой, может, женщин, в коллективе в каком-то, но вы это выстояли, все, у вас были тяжелые времена по карте затмения, когда вам казалось, что весь мир против вас. Но они говорят, что вы очень сильная. Тут по карте подсолнух, с одной стороны, вы могли, как, знаете, где-то вовремя даже как-то считывать информацию, где-то поворачиваться нужной стороной в нужное время, для того, чтобы смягчить этот удар. Где-то какие-то превентивные меры вы могли предпринимать. Карта поездки, это для того, что где-то, если коллектив токсичный, вы могли просто уходить из этого коллектива, где вы видели, что противостоять, это идиотизм, надеяться, что ты будешь противостоять прям всему коллективу. А вообще они вас считают женщиной очень сильной, которая заключена сила неимоверная по ящику Пандоры, но вы умеете, вот как будто бы эту силу, которая у вас заключена, опять они как вы владеете, вы умеете это все, владеете этой силой, вы умеете эту силу взять под контроль. И по карте талисман вы даже как будто бы преобразуете эту силу, и по большому счету вы направляете в нужное для себя русло. Где-то какие-то, может быть, ставите цели, и все равно вы к ним идете. Даже если пока вы их не совсем достигли, вот эти женщины, они убеждены, что вот она этого достигнет точно, того, чего она хочет. Как-то так, девочки, мне идет. В общем, нравитесь, знаете, еще отчасти тем, что они видят в вас женщину, которая, может быть, какие-то мечты, которые они там, может, лелеяли, но они боятся выйти из, может быть, из какого-то привычного круга, может быть, боятся эти страхи даже преодолеть, зона комфорта, это выйти, покинуть. Вот они видят в вас женщину, которая это все может сделать и делает, и противостоит. Вот почему-то им кажется, что вы настолько сильная, что вы можете тут противостоять. Тут в карте шабаш и проклятие, тут и марионетка. Тут как будто бы какая-то такая тупиковая ситуация, где в отношении вас могли какие-то тут такие хитросплетения быть, и как-то в отношении вас очень некрасиво люди могли какой-то коллектив себя вести. И они говорят, блин, я бы, наверное, не выстояла, я бы, наверное, вообще карта тупик, что тут делать? Я бы, наверное, не смогла так как-то поступить. А они в вас это видят и где-то восхищаются. Нравитесь, нравитесь. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч.